Всем привет, народ! Сегодня мы посмотрим на поединок Дарта Ревана и Дарта Малака глазами инструктора по длинному мечу. Давненько не выпускал видео из-за ремонта в зале. Сейчас я готовлю 4 больших видео, в том числе посвященные Мустафару. А пока сделаем маленькую перебивочку, чтобы вы не скучали. Начнем мы с небольшого автопа. Мне очень нравится доспех Дарта Ревана и как он сделан с точки зрения своего дизайна. Это явно визуальный омаж на доспехи в Кендо. Как вы можете видеть, срисовано почти один в один. Начинается бой с применения силы, что довольно любопытно, учитывая специфику применения силы во вселенной Звездных войн. Согласно что старому, что новому канону, ты не можешь применять силу на противнике равного уровня могущества. Для того, чтобы тебе применить силу на противника, тебе нужно сместить его концентрацию на что-то другое. Поэтому, например, работает оттолкнуть кого-нибудь во время фехтовальной фразы, потому что фокус джедая или ситха смещается на парирование оружия. Иначе джедаи и ситхи просто швыряли бы друг друга силой по КД, и до мечей бы просто дело не дошло. Так что в этой ситуации Реван банально издевается над Малаком. Он как бы говорит: смотри, дружище, мне даже меч не нужен, о чем ты? Первый раунд начинается с того, что мы в фехтовании называем подготовкой атаки. Подготовка — это серия движений перед самой атакой. Целью подготовки является запутать противника. В реальности во время подготовки мы делаем гораздо больше перемещений вперед-назад. Тут же показано гораздо больше перемещений вправо и влево. Перемещения вправо и влево могут быть частью подготовки, но обычно основными все-таки являются перемещения вперед-назад, то есть в дистанцию и вне дистанции. Но зато перемещение в бок выглядит очень драматично. Подготовка — это важный компонент практически любой атаки. То есть, если я просто сорвусь в атаку, скорее всего, я не достигну примерно ничего и напарюсь на защиту ответ. Подготовленная же атака имеет гораздо больше шансов на успех. Я как бы раздергиваю своего противника за счет своих движений, и он не понимает, в какой конкретно момент я пойду в атаку. Также за счет своей подготовки я могу немножко сбить чувство дистанции соперника и подойти чуть-чуть ближе, то есть, соответственно, уменьшая свое время на удар, и мой соперник может просто не успеть среагировать на мою атаку. Обратите внимание на вот этот замах в начале атаки Малака. Это явно техническая ошибка. Его рука уже заведена в некое подобие защиты 3. Но он уводит руку назад и после этого делает атаку. Почему это техническая ошибка, могут мне возразить некоторые. Я же вкладываю больше сил в этот удар. И да, это так, но это не имеет большого смысла, учитывая то, что мы компрометируем свою атаку. Замах очень легко заметить и дать на него контратаку. Если мы хотим сделать мощную атаку, то нам гораздо лучше сделать это за счет какой-нибудь силовой открытой позиции типа фомтага или же позиции меч на плече или меч на бедре, они же Цорнхуд и Небенхуд. И следующая фраза довольно интересная. Малак бросает горизонтальную, диагональную и еще одну горизонтальную атаки. Все атаки довольно глубокие, то есть они целятся в корпус или в голову, а не в руки или ноги. И существует куча способов, позволяющих отбиться от горизонтальных атак. Но Реван выбирает самый пижонский. Он выполняет 3 уклонения подряд. Существует 3 варианта уклонений. Разрыв дистанции, уклонение конкретной частью тела, когда вы, например, выдергиваете руку, ногу или голову из-под атаки, и уклонение по траектории. Проблема в том, что уклонение по траектории работает максимум против горизонтальных атак, потому что вы можете подсесть под атакой. Против диагональных ударов уклониться по траектории практически невозможно. Проблема в том, что повернуть меч гораздо быстрее, чем сделать движение спиной. И тут мы вспоминаем про такую способность, как ускорение силы. То есть Реван как бы продолжает издеваться над Малаком. Он как бы говорит: чувак, ты не сможешь попасть по мне мечом, даже если я буду уклоняться самым рискованным способом из возможных. И как бы еще раз показывает, что ему для этого боя даже меч не нужен. Причем обратите внимание на положение меча Ревана и то, что часто уклонение сопровождается контратакой. И если не смотреть на контекст сцены, то это можно принять за киноляп. Но в данном случае это вполне объяснимо тем, что Реван просто издевается над своим противником. То есть он уже раза 3 мог бы разрубить его напополам, особенно учитывая свойства светового меча. И вот тут Ревану это надоело. Да ты, я вижу, холоп, не уймешься! И он идет в такой своеобразный разведывательный сход. Малак снова с чудовищного замаха бросает удар в голову Ревана. Реван защищается высокой защитой 4. И вот здесь на самом деле непонятно, Малак сделал истинную атаку и попал в защиту, или он сделал финт, то есть не коснулся клинка Ревана, чтобы вызвать его на удар в голову, а самому ударить в ногу. Если вы пропустили предыдущие выпуски, напомню вам, что такое финт. Финт — это ложная атака,
призванная вызвать защиту соперника, чтобы он защитил один сектор, а вы ударили ему в другой. Ревен здесь берет защиту 2. Причем, что довольно любопытно, он не дает ответ сразу, потому что здесь довольно неуверенное соединение середина-середина, и отвечая из такого соединения, есть некоторый шанс обоюдки. Это говорит нам о том, что Ревен не пытается выцепить хоть что-то, он контролирует ситуацию, и он хочет дойти до нормального чистого попадания. Как бы он не боится упустить этот момент, потому что понимает, что моментов у него будет еще предостаточно. Малок наносит удар с противоположной стороны, и здесь уже Ревен, поскольку его руки скрещены, берет защиту 1. И вот тут показано как раз грамотное применение пируэта. То есть здесь они сталкиваются, разбегаются и разворачиваются на противника, а не от противника. То есть ход безумно крутой, и нам показывают Ревена как хорошего тактика, который сперва оценивает своего противника и понимает, с чем мы вообще работаем. Следующий сход тоже разведывательный, но в этот раз Ревен пробует проатаковать и посмотреть, как соперник защищается. Ревен кидает 2 цвера, Малок делает ответ. Ревен берет 8, снова правильный пируэт, то есть разворот на противника, и еще раз кидает 2 цвера. Цвер — это сокращенное от немецкого цверхау, пресекающий удар. Это один из отличительных ударов немецкой традиции. Бьется он следующим образом. Руки поднимаются над головой и выводятся сначала направо, потом налево. Или наоборот. Прелесть этого удара в том, что он может быть направлен как в голову, так и в ногу. Траектория позволяет перехватить большинство ударов соперника. Также цверы очень быстрые и легко образуют комбинации. Единственный минус этого удара в том, что он относительно короткий, то есть покрывает довольно маленькую дистанцию. Также обратите внимание на вот это движение. Ревен повторяет его несколько раз за бой. Это называется отведение. Оно хорошо работает, когда соперник пытается продавить нашу защиту, и вы как бы сбрасываете его со своей защиты. Или же переводите меч в какую-то позицию, с которой можете выгодно атаковать. По исполнению очень похоже на шпажные круговые защиты. И вот здесь мы должны поговорить о технике Дарта Малока. До этого я немного опускал этот момент, чтобы обсудить его целиком. На протяжении боя Малок постоянно совершает технические ошибки. Здесь он стоит в левосторонней стойке, несмотря на то, что он правша и привык использовать световой меч в одной руке. И для него было бы более оптимально правосторонняя стойка. Левосторонняя стойка больше подходит для тяжелого двуручного оружия. Сейчас я укажу еще некоторые ошибки, но не торопитесь кидаться в меня помидорами. Даже если это все косяки съемки, на мой взгляд, в рамках истории это смотрится вполне логично, чуть-чуть попозже объясню почему. Опять же, вот здесь он начинает атаку с замаха, то есть с технической ошибки. Во время этой серии обратите внимание вот на этот согнутый локоть. Обычно на одноручном оружии мы стараемся в таких случаях оставлять локоть прямым, чтобы мы могли дальше дотянуться своим оружием. Вот это положение руки Малока также крайне корявое. Он очень компрометирует свою структуру. Отсюда ни ответ нельзя не дать, ни в какое-то более удобное положение перейти. И как подобную кривость можно объяснить? Дело в том, что когда ты дерешься с более опытным или даже равным бойцом, он заставляет тебя делать какие-то ошибки. Также существует тенденция к тому, что наши навыки падают под влиянием стресса. То есть Ревен в этом бою является фаворитом, и Малок просто за ним не успевает и пытается сделать хоть что-то, и хоть что-то получается криво. Если же брать объяснение со съемочной площадки, то у меня сформировалась теория, что скорее всего человек, отвечавший за макап Ревена, действительно умеет фехтовать, причем скорее всего длинным мечом. Судя по его цверам, у него очень крутые чистые цверы. Цвер — это очень неинтуитивное движение, поэтому его очень сложно взять и сразу сделать правильно. Есть некоторые типовые косяки, такие как положение локтей и плечей, которые все равно будут вылезать у новичков. И я этого здесь не вижу. А вот человек, который был ответственен за макап Малока, скорее всего не обладает какими-то специфическими фехтовальными навыками. Я не наблюдаю у него специфических фехтовальных привычек. Например, стойка, позиции с оружием, прямые локти и так далее. Для фехтовальщиков более характерны кистевые движения, тогда как люди, не знакомые с фехтованием, будут больше опираться на свой локоть и свое плечо. И соответственно теперь Малок понимает, что технически он не может победить Ревена. И он сейчас летит просто в оголтелую атаку, пытаясь хоть каким-то движением в серии его достать. То есть он пытается по сути количество перевести в качество. И когда он не знает, что делать, он просто бросает горизонталки. И Ревен тут уклоняется чуть ли не 3 раза подряд, подсев под удар. А дальше мы видим, на мой взгляд, самый красивый момент этого поединка. Ревен защищается от серии атак, используя сочетание прямых и подвешенных защит. Напомню, прямые защиты — это защиты с клинком вверх, а
Подвешенные защиты — это защиты с клинком вниз. И сочетая прямые и подвешенные защиты, мы можем гораздо быстрее защищать два противоположных сектора, например, право и лево. Это гораздо проще, чем гасить инерцию клинка и направлять его в строго противоположное направление. А если вы хотите обучиться фехтованию на мечах сами, то ссылочки будут в описании под видео. Сейчас мы планируем обновлять сайт, поэтому с ним могут быть некоторые проблемы. Поэтому по поводу записи можно писать в нашу группу ВКонтакте или в телегу. Также важная новость. Если вам не интересны бои ВКонтакт, а интересна просто фехтовальная техника, то для этих целей мы делаем небольшую софт-группу по сайберфайтингу. Если вам интересно, пишите в телегу. Также в ближайшее время будем делать фехтовальные группы для подростков. Ну ладно, возвращаемся в далекую-далекую. Дальше Малок просто достаточно бездумно спамит право-лево, и потом просто начинает гасить одним и тем же ударом по голове. И дальше Ревен, видимо, решает, что пора заканчивать эту клоунаду. Мне не очень нравится сама идея отбивания светового меча с помощью силы, потому что это поднимает неудобный вопрос, а почему так не делать на постоянку? То есть, если я могу использовать силу для парирования на постоянной основе, зачем мне вообще парировать хоть когда-либо мечом? В таком случае я свободной рукой могу парировать удар соперника, а вооруженной рукой наносить свою атаку. И вот здесь авторы синематика об этом подумали. Ревену приходится использовать обе руки для такого приема. Так что это вполне работает в контексте приема последнего шанса. Тут это логично, учитывая контекст предыдущих сцен. Ревен явно более могущественный форс-юзер. И как мы видели ранее, он вполне способен пробить защиту Малака. И даже в таком случае ему приходится применять обе руки для такого парирования. Почему я об этом вообще заговорил? Потому что в новой трилогии они парируют силой сплошь и рядом, и там это тихий ужас. Потому что там это не прием последнего шанса, и не прием, который применяет явно более могущественный форс-юзер. Там они дежурным мановением одной руки останавливают клинки в пространстве, где-то на целую секунду. Почему они сразу же не начинают в этот момент напихивать мечом, я не понимаю. И если это дежурный прием, почему не использовать силу для парирования постоянно? То есть при неправильном применении этот прием полностью ломает всю концепцию фехтования на световых мечах. Финал же получился вполне интересный. Ревен уже знает, что Малак часто начинает серии с горизонталки. И есть гораздо более простые способы остановить такую атаку, например, сделать защиту и дать сферам по лицу. А мы уже знаем, что Ревен очень любит сферы. Но Ревен тут явно не ищет легких путей. Он хочет доказать Малаку, кто тут настоящий повелитель ситхов. Поэтому он снова делает уклонение под оружием и делает контратаку. Это максимально пижонский вариант. Придерусь я тут разве что к техническому исполнению. Нужно иметь очень много медихлориан в крови, чтобы выполнить такое уклонение исключительно за счет спины. Спина она сравнительно медленная. Подобные уклонения с подсадками лучше выполнять за счет ног. Когда мы с Сашей повторяли все эти движения для видео, я понял, что фиг я успею одной спиной уклониться. Даже при том, что Саша бил, дай бог, в треть своей скорости. Ну и довольно удивительно, как Ревен не зацепил позвоночник при таком ударе. А если зацепил, то Малак должен был рухнуть, как мешок с картошкой. Причем вот здесь одна рука — это прям точное издевательство. Тут ничего не мешало рубануть его двумя руками. Как раз наоборот, это было бы даже удобнее. И здесь Малак понимает, насколько он попытался прыгнуть выше головы. И дальше мы наблюдаем классическую ситуацию в фехтовальном зале. Учитель напоминает ученику, почему не стоит начинать атаку с замаха. Вот этот финальный удар мне очень нравится. Ничего лишнего, обычная простая контратака. Единственное, после нанесения удара я бы вышел на дистанцию, чтобы не получить какой-нибудь автоблоу. Так что сцена действительно очень классная. Она передает вот эти игры разума, которые происходят в голове у фехтовальщиков. Поединок используется, чтобы рассказать историю. Также фразы в реальном фехтовании могут быть длинными и красивыми. Да, в обычном бою люди обычно гораздо быстрее попадают друг по другу. Но накладываем на это сверхрефлексы джедаев и ситхов, которые прописаны буквально с первого фильма, и мы можем получить в итоге хорошую картинку. Также пару интересных подмечалок, которые мы заметили во время съемок движений для этого видео. Иногда бывает сложно подавить свои бойцовские рефлексы. Например, мы уже просто рефлекторно стоим в более дальней дистанции. Обратите внимание, бойцы на экране стоят гораздо ближе, чем мы. Для нас это уже убийственная дистанция, на которой ты не сможешь взять удар на реакцию. Вот эти уклонения Ревена я даже пытаться не стал повторить. Уклониться отклонением спины на такой дистанции просто физически невозможно. Я даже не стал пытаться уклониться одной спиной, при том, что Саша бил даже не в треть своей скорости.
А иногда было очень сложно подавить рефлекс бить в открытый сектор, как, например, на этом фрагменте. После восьмерки очень хочется ударить в голову, но в оригинале был цвер в правый бок. На этом дубле можно прямо увидеть, как мои руки рефлекторно пошли на удар в голову. На самом деле самым сложным было держать в голове кучу элементов и их последовательность, а не откатываться к своей спортивной прошивке. И в этом плане импровизировать намного проще, потому что в голове уже выстроена система атак и защит. Ну и перемещались мы очень по-фехтовальному, регулярно убегая из кадра. Так что от идеи полностью переснять эту сцену в лайв-экшен в рамках этого видео мы решили отказаться и просто подсняли конкретные приемы. Напишите в комментариях, будет ли вам такое интересно. В общем, бой, несмотря на чисто технические шероховатости, получился очень классным. Наконец-то мы вживую смогли посмотреть на то, как происходит предательство между учителем и учеником у ситхов. И уже традиционно хочу сказать спасибо ребятам, которые поддерживают выпуск контента на Бусти. Как я уже сказал, ремонт в зале немножко подкосил расписание выхода роликов, из-за чего этот ролик я буквально домонтирую, собирая чемоданы на турнир. Так что после турнира вернется классическое расписание выхода видео. А на сегодня все. Побежал собирать чемоданы.